Привет, друзья! Мы с вами вновь отправляемся гулять по красивому осеннему Петербургу. По набережной реки Мойки мы дойдем до великолепного Юсуповского дворца и посмотрим, как там внутри. А также заглянем в один интересный бар на крыше. Ну что, пошлите гулять? В предыдущем выпуске мы с вами уже немного прогулялись по реке Мойке. Но сегодня мы находимся в другой ее части, не менее красивой. Эта часть реки ведет к Юсуповскому дворцу. Здесь находится легендарный универмаг у Красного моста. Он построен еще в 1907 году и был магазином высокого уровня, где продавались товары премиум-класса. Этот универмаг посещала даже супруга Николая II, Александра Федоровна. Ну а сегодня это торговый центр с дорогими бутиками известных брендов. А вот эти разноцветные домики мне чем-то напомнили Амстердам. Зеленый дом, вишневый и желтый. А вживую они еще красивее. Рядом небольшая аллея, где так приятно прогуляться. Кстати, в желтом здании располагается Генеральное консульство Бразилии. Немного пройдя дальше, и перед нами уже Синий мост. Это самый широкий мост в Петербурге. Особенно это ощущается, когда проплываешь под ним на кораблике. С моста открывается вид на Исаакиевскую площадь, на Исаакиевский собор и легендарную гостиницу «Астория». Свои двери для гостей она открыла в 1912 году. В наши дни это одна из самых дорогих гостиниц Петербурга. Здесь очень любят останавливаться президенты, звезды шоу-бизнеса и известные актеры. Номер «Стандарт» в этой гостинице будет стоить около 20 тысяч рублей. И, конечно же, здесь, на этой площади, находится величественный Исаакиевский собор. Это одна из главных достопримечательностей Петербурга. Собор строился очень долго, около 40 лет, в эпоху правления разных императоров. Работы велись круглый год и при любых погодных условиях. Вход в собор 350 рублей. Здесь также можно подняться на колоннаду за отдельную плату. Но она на 5 метров ниже колоннады Смольного собора, на которую мы уже поднимались в другом выпуске. На противоположной стороне площади расположился Мариинский дворец. Он был построен в 40-х годах 19 столетия для любимой дочери Николая I, Марии. Архитектор этого великолепия Штекеншнайдер. Он, кстати, в Петербурге много построил императорских резиденций и дворцов. Сегодня в стенах Мариинского дворца работает Законодательное собрание Петербурга, поэтому осмотреть его можно только снаружи. А рядом еще один роскошный отель «Лотте». Ну а мы идем дальше по набережной реки Мойки. И вот перед нами великолепный Юсуповский дворец. Это один из самых известных дворцов, принадлежавших знаменитому княжескому роду Юсуповых. И именно в этом дворце в 1916 году произошло убийство Григория Распутина. Сейчас вход во дворец со двора на улице Декабристов. Надо пройти через небольшой сад. Вот стоимость билетов. Юсуповы – это самая богатая семья царской России. Поговаривают, что они были богаче самих Романовых.
Перед нами парадная лестница, ведущая в парадные залы дворца. Первый владелец дворца – Николай Борисович Юсупов, который приобрел этот особняк в 1830 году за 250 тысяч рублей. Представители 5 поколений Юсуповых владели им почти 90 лет. Перед нами парадная спальня княгини Юсуповой. Большая ротонда с великолепной потолочной росписью. Над интерьерами работали лучшие итальянские мастера. Мрамор привозили из Италии, мебель, вазы, люстры и фарфор из Франции. По этим залам когда-то прогуливалась самая элитная публика Петербурга. А какой красивый камин из уральского малахита! А это танцевальный зал. На балах Юсуповых танцевал весь великосветский Петербург. Из мебели здесь только один рояль, зеркала и очень много светильников и бра. Так и представляю, как здесь пары кружились в танце, отплясывали мазурку и кадриль. А после танцев гостей полагалось накормить, поэтому открывались двери банкетного зала или белоколонного, где уже были накрыты столы. Сегодня в этом зале и вы можете отметить свадьбу или день рождения. А вот примерная стоимость банкета. А это дубовая столовая. Здесь стены, потолок и мебель – все из дуба. А этот огромный стол изготовлен в Венеции. Перед вами вход в роскошный домашний театр Юсуповых. Это жемчужина дворца. Он небольшой, всего на 180 мест, но безумно красивый. Это как Мариинка в миниатюре. Кресла в театре тоже оригинальные. В них сидели высокопоставленные гости. Здесь выступали прославленные музыканты и актеры того времени. А в центре княжеская ложа для самих Юсуповых и правящих императоров. Сегодня этот театр тоже работает. Билеты можно купить на сайте дворца. Еще во дворце есть подвал, где и убили Распутина. Это самая популярная экспозиция Юсуповского дворца. Вы увидите комнату заговорщиков и столовую, где подсыпали яд Распутину. И узнаете, как долго и трагично убивали Григория Распутина. Это было безумно интересно. Я вам советую посетить. Я показала вам только малую часть того, что можно увидеть в Юсуповском дворце. При выходе из дворца вы увидите вот такой красивый мост со львами и набережную канала Грибоедова. А я предлагаю сегодняшний вечер закончить бокалом вина на крыше в баре «Небо и вино», который находится прямо у Юсуповского дворца.
Поднимаемся на 5-й этаж без лифта. Помещение небольшое, и здесь всегда много народу. Даже осенью можно выйти или даже посидеть на террасе, с крыши которой открывается потрясающий вид на Санкт-Петербург. А если замерзнете, попросите плед. Если вам понравилась эта прогулка, поставьте лайк. Меня это очень мотивирует и дальше снимать интересные видео. Спасибо вам большое.